сильный шторм в Испании, разрушительный тайфун и наводнение в Китае, а также экстремальные осадки в России, Украине и Мексике. Это лишь часть катастрофических событий за последний день на нашей планете. Подробности вы узнаете прямо сейчас на канале «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Вечером 8 сентября регион Валенсия и соседнюю провинцию Аликанте накрыл мощный шторм с порывами ветра более 100 км в час, вызвавший значительные разрушения и подтопления. По данным Государственного метеорологического агентства Испании, это был внезапный конвективный шторм, принесший обильные осадки и сильные ветры, особенно в южной части Аликанте, где зафиксированы максимальные порывы до 110-120 км в час. Шторм обрушился на прибрежные зоны на юге провинции Аликанте, недалеко от Валенсии. В таких городах, как Аликанте, Торревьеха и Эльче, порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши зданий и вывели из строя линии электропередач, оставив без света тысячи домохозяйств. Сообщается о повреждении автомобилей, рекламных щитов и инфраструктуры. В одном из районов Аликанте упавшее дерево заблокировало дорогу, вызвав пробки. Обильные осадки до 50 мм за час привели к локальным наводнениям, подтопившим улицы и подвалы в низинах. О жертвах не сообщается, несколько человек пострадали от обломков. Государственное метеорологическое агентство Испании выдало оранжевый уровень предупреждения для прибрежных районов Валенсии и Аликанте, предупреждая о риске наводнений и сильных волн до 3-4 метров. В Валенсии ветер достигал 90-100 км в час, вызвав хаос на пляжах и в порту. Волны смыли несколько лодок, в аэропорту Валенсия зафиксированы задержки рейсов. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, мобилизовав пожарных и спасателей для расчистки завалов. Власти Валенсии призывают жителей оставаться в помещениях и избегать прибрежных зон. Тайфун Тапах, 16-й в этом году, ударил по побережью провинции Гуандун утром 8 сентября, вызвав массовые эвакуации, перебои в транспортном сообщении и разрушения в прибрежных районах. По данным китайского метеорологического управления, шторм вышел на сушу в районе Тайшаня с максимальной скоростью ветра до 108 км в час. Хотя интенсивность Тапаха была ниже, чем ожидалось, и он вышел на побережье как сильный тропический шторм, а не тайфун. В отдельных районах он принес ливни и порывы ветра до 120 км в час. Тайфун, сформировавшийся в Южно-Китайском море, двигался на северо-запад со скоростью 15-20 км в час, постепенно слабея и к вечеру покинул Гуандун. В районе Тайшаня и соседних городах, таких как Янцзян, ветер повалил деревья, сорвал крыши и вызвал локальные наводнения. В Гонконге пострадали сотни людей, повалены деревья, затоплены улицы, в аэропорту отменены около 100 рейсов. В Макао весь день были закрыты школы, общественный транспорт, а также паромы были остановлены. По предварительным данным, в провинции пострадали не менее 12 человек, в основном от обломков, но обошлось без жертв. Серьезных последствий для жителей удалось избежать благодаря организованной местными властями заблаговременной эвакуации более 60 тысяч человек в Цзиньмэне и его окрестностях. 182 школы и детских садов были закрыты. Для ликвидации последствий стихии мобилизовали более 3300 спасателей и 100 единиц техники. К вечеру 8 сентября большинство дорог были открыты, движение поездов возобновилось только сегодня. Китайское метеорологическое управление предупреждает о продолжении сильных дождей с осадками до 200 мм в Гуандуне и Гуанси до 10 сентября, а также высоком риске оползней и наводнений. Власти призывают жителей на время непогоды оставаться в помещениях и избегать прибрежных зон. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В результате обильных осадков, вызванных южным циклоном, в селе Шишкино и садоводческом некоммерческом товариществе Шишкино-остров Читинского района потоплены 56 приусадебных и дачных участков.
По оперативным данным МЧС, подъем уровня воды в реке Чита произошел за счет интенсивных осадков. За выходные выпало до 50-70 мм, что превысило норму на 150%. К утру 9 сентября затоплены 9 приусадебных участков в селе Шишкино и 47 дачных в СНТ Шишкино-остров. Вода проникла на поля и сады, но дома остались в безопасности, подтопления ограничены поймой реки. На месте развернут оперативный штаб, отсыпано около 1150 тонн бутового камня для предотвращения размыва берегов. Спасатели МЧС и местные власти проводят мониторинг. Уровень воды в реке Чита поднялся на 50 см за ночь, достигнув 283 см. Ожидается дальнейший рост на 1–1,5 метра в ближайшие сутки, что может привести к выходу воды на пойму и подтоплению дополнительных дач. В Чите река Читинка также поднялась до 309 см, но дамбы держат напор, городские территории не затронуты. МЧС задействовало 50 человек и 10 единиц техники для откачки воды и укрепления дамб. Жителей просят воздержаться от поездок в зону подтопления. Boeing 737-800 авиакомпании WestJet, выполнявший рейс из Торонто, совершил сверхжесткую посадку в аэропорту Принцессы Джулианы на острове Сен-Мартен, что привело к обрушению правой основной стойки шасси. Инцидент произошел 7 сентября. Несмотря на серьезные повреждения самолета, все 164 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы без травм. На видео видно, как самолет останавливается с дымом от трения двигателя о взлетную полосу. Несмотря на отсутствие открытого огня, экстренные службы применили пену для предотвращения пожара. Аэропорт Принцессы Джулианы – один из самых опасных в мире из-за короткой полосы длиной 2300 метров и близости к пляжу. После инцидента он был закрыт до полудня 8 сентября, что привело к отмене и перенаправлению десятков рейсов. Расследование причин авиапроисшествия ведет Канадский совет по безопасности транспорта, который направил команду экспертов на остров. Предварительные причины – возможная ошибка пилотирования или погодные факторы, но окончательные выводы будут сделаны позже. Несколько муниципалитетов штата Нуэво-Леон пострадали от мощного шторма, который обрушился на регион, вызвав опасное наводнение в Хуаресе и Санта-Катарине. По данным Национальной службы метеорологии Мексики и местных властей, обильные осадки, достигавшие 100–150 мм за сутки, привели к разливу рек, подтоплению улиц и временным эвакуациям. Хотя жертв не зафиксировано, ситуация остается напряженной из-за риска дальнейших ливней. Шторм, связанный с остатками тропического циклона Лорена и нестабильной атмосферой северо-восточной Мексики, начался вечером 7 сентября с сильных дождей и порывов ветра до 50 км в час. К утру 8 сентября осадки усилились. В Хуаресе вода затопила ключевые улицы. Потоки воды смыли десятки автомобилей и повредили дома. В Санта-Катарине разлив реки Санта-Катарина привел к подтоплению низин, пострадали жилые районы и инфраструктура, около 200 человек были вынуждены эвакуироваться. Пострадал и целый ряд других муниципалитетов. Под водой оказались автотрассы, транспортное движение было парализовано. На некоторых участках уровень воды поднялся на 2–3 метра. В результате пробки растянулись на несколько километров. Из-за обрывов линий электропередачи тысячи домохозяйств остались без электроснабжения. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, мобилизовав 500 спасателей. Метеорологи предупреждают о продолжении ливней до 10 сентября, что может усугубить наводнение. Жителей Хуареса, Санта-Катарины и прилегающих районов призывают не выходить на улицы без необходимости и избегать рек. В понедельник столицу Украины накрыл внезапный сильный ливень с грозой, который привел к масштабным подтоплениям улиц, супермаркетов и подземных переходов. По данным Киевской городской государственной администрации и Укргидрометцентра, осадки продолжались несколько часов, вызвав хаос в центре и на окраинах города. В результате непогоды оказались подтоплены Центр, Голосеевский, Дарницкий и Оболонский районы.
Вода проникла в супермаркеты, подземные переходы у станций метро Героев Днепра и Левобережная, а также на улицы Ташкентскую, Грузинскую и Драгоманова. Местные жители сообщают о поваленных деревьях, обрывах линий электропередач и локальных отключениях света. В результате подтоплений некоторые участки дорог стали непроходимыми, движение транспорта оказалось парализовано и пробки растянулись на километры. К вечеру 8 сентября подтопления были ликвидированы на большинстве магистралей, но в низинах вода стоит до сих пор. Юг Дагестана и прилегающие регионы юга России пострадали от мощных ливней, которые принесли до 75% месячной нормы осадков. По данным МЧС Дагестана и Росгидромета, в Дербенте выпало 35 мм осадков, что привело к затоплению улиц и первых этажей домов. Местные жители сообщают о повреждении имущества и временных перебоях с электричеством в 18 населенных пунктах. Селевые потоки, спровоцированные ливнями, серьезно затронули горные районы Дагестана. На 35-м километре трассы Агвали-Шаури-Кидера в Цунтинском районе селевой поток затопил проезжую часть. Движение уже частично восстановлено, но полная расчистка осложнена большим объемом грунта и активизацией оползней. Также сообщается о сходе селя на 9-м километре дороги. МЧС отмечает, что в Цунтинском районе с начала сентября зафиксировано несколько сходов селей, но угрозы жизни людей нет, все населенные пункты остаются доступными по альтернативным маршрутам. Вечером 8 сентября деревню Гжихыня в Сухавском повяте Малопольского воеводства накрыл мощный шторм с крупным градом. По данным местных жителей и метеорологов, градины достигали диаметра 3-5 см, что привело к повреждению крыш домов, автомобилей и теплиц. Шторм сопровождался сильным ветром с порывами до 60-80 км в час и ливнем. В Гжихыне град пробил кровлю нескольких зданий, повредил солнечные панели и автомобили, а также уничтожил часть урожая. Сухавский повет, включая соседние коммуны, также пострадал от бури. Повсюду наблюдаются поваленные деревья, обрывы линий электропередачи и локальные подтопления. В Макаве под Холанском град вызвал временные перебои с электричеством, пострадали сотни домохозяйств, в Сухой Бескидской градом повреждены несколько крыш. К счастью, обошлось без жертв или серьезных травм. Аварийные службы занимаются устранением последствий непогоды. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вчера в Эгейском море, вызвав заметные толчки в Афинах и на острове Эвбея. По данным Института геодинамики Национальной обсерватории Афин, очаг залегал на глубине около 10 километров, эпицентр находился примерно в 45 километров к северо-востоку от Афин и в 4 километрах от прибрежного курорта Неостира на юго-западе Эвбеи. Толчки ощущались в Центральной Греции, включая Афины, где многие жители проснулись и вышли на улицы, а также на Эвбее, в районах Неомакри и Шиниас. По шкале Меркалли интенсивность в эпицентре достигла 4-5 баллов, это вызвало легкое сотрясение зданий, но без разрушений. Экстренные службы провели инспекции зданий в Афинах и на острове, но серьезных повреждений не выявили. Греция, расположенная на стыке африканской, евразийской и анатолийской плит, является сейсмически активной зоной. Ежегодно фиксируется тысячи толчков, а сильные землетрясения происходят раз в несколько лет. За последние часы зарегистрировано несколько афтершоков магнитуды до 3, но угрозы они не представляют. Власти призывают жителей не поддаваться панике и избегать старые и поврежденные здания. На деревню Эмин-Дунит, расположенной в провинции Чичауа региона Марракеш-Софи, в Марокко, обрушились сильные наводнения, вызванные необычными для сентября ливнями. По данным местных властей, вода затопила несколько жилых домов, улицы и сельскохозяйственные угодья. Ливни принесли в провинцию Чичауа до 50-70 мм осадков, это около 75% месячной нормы для региона. В Эмин-Дуните вода из местных потоков и ручьев хлынула в низины, подтопив 10-15 домов и повредив инфраструктуру. По предварительным данным,
Пострадали 20-30 семей, но жертв удалось избежать. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.